попёрло пипец как. У меня даже был, то есть out of stock, обычный парень из Беларуси, который приехал в Америку, и что-то он такое сделал волшебное, что быстро поднялся. $500 чистой прибыли в день. И в онлайн-арбитраже единственная стратегия, которая работает. Всем привет, красавчики! Сегодня я приехал в город Шарлотт, это Северная Каролина, для того, чтобы снять очень интересное интервью с одной из учениц нашего курса. Ее зовут Катя. Катя, привет! Сегодня мы поговорим о том, как ей удалось заработать $30 тысяч чистыми за 2 месяца на Амазоне по системе онлайн-арбитраж после нашего курса. Мы поговорим, какие сложности у нее были, как развивался ее старт, соответственно, сколько было вложений, и вы сможете узнать, каким образом вы можете запуститься на Амазоне и вдохновиться такой классной историей успеха. Еще раз привет, Катя, рад тебя очень видеть. И хотел бы начать наше интервью с такого базового вопроса вообще, как долго ты живешь в Америке? Мы переехали с семьей год назад. Это было спонтанное решение. То есть мы ехали в обычную туристическую поездку, но приехав сюда, решили попробовать легализоваться через визу талантов. То есть вот уже прошел год, чуть больше. Кстати, план реализовался. То есть мы получили грин-карту по программе талантов EB1. Талант — это мой муж, он дрифт-пилот. Именно, да, по этой. За этот талант, собственно, все и получилось. Так что год. Сначала мы были во Флориде, а потом переехали в Северную Каролину. Круто, вообще, супер. Ты, насколько мне известно, переехала из Беларуси, правильно? Да, из Минска, да. Из Минска, круто. Хотел у тебя спросить вообще так, о тебе немножко, твой бэкграунд. Какой вообще у тебя был опыт работы либо бизнеса до Амазона? Значит, в 19 лет я пошла обучаться на бизнес-молодость и сразу же тогда обучилась и начала заниматься созданием лендингов. Это был первый опыт, то есть я сразу стала работать как фрилансер. И занималась этим несколько лет, до тех пор, пока мой на тот момент парень не открыл автосервис, я к нему присоединилась, стала помогать, и со временем это переросло в полноценную занятость. Так что вот уже 7 лет мой основной бизнес — это автосервис. То есть там я как операционный директор, то есть я отвечаю за полную организацию процесса, за маркетинг, за персонал, то есть полностью все. И этот автосервис в Минске называется Tony Motors, и он работает до сих пор. И вот уже год он работает без нас, и живем мы здесь во многом за счет него. Так что такой опыт предпринимательский мой. Круто, офигенно. То есть вам получилось уехать из Минска, при этом не продавать бизнес, и он работает, приносит прибыль. Да. Это очень круто, сразу видно, классный менеджер работает, там классно выстроены процессы. Сейчас я хотел бы больше перейти, наверное, уже в сторону Амазона и уточнить, когда ты первый раз узнала о такой вообще стратегии, как Amazon онлайн-арбитраж, когда, наверное, и как? Вот как ты узнала, что такое может быть, и так можно зарабатывать? Я узнала об этом через твой блог, то есть я была на тебя подписана и до этого, еще с бизнес-молодости. Не уверена, что все это время, но как-то ты мелькал у меня в ленте, и я, то есть, видела, что ты переехал, а потом видела, что ты начал там хаслить нормально, что-то делать, поэтому все только через тебя это произошло. Круто. Ты, наверное, в какой-то момент посмотрела, что чел ушел с мувинга на доставку, потом бросил доставку, уже начинает что-то делать. Да, и полностью весь твой путь как бы был перед глазами, так что было интересно. Было интересно, круто. Слушай, и вот интересно на самом деле, получается, так ты мой путь немножко проследила, ну и, соответственно, я твой. Хотел тебя спросить вот по поводу непосредственно того, когда ты уже выбирала этот способ для заработка на Амазоне, сравнивала ли ты онлайн-арбитраж с какими-то другими моделями? И второй вопрос сразу же тебе наперед. Сравнивала ли ты мое обучение с какими-то другими, и почему выбрала меня? Да, я узнала сразу же про то, что есть private label, что есть wholesale и онлайн-арбитраж. У меня не было как бы... Я не выбирала между этими вариантами, потому что однозначно начинать всегда нужно с онлайн-арбитража. Тут нет вариантов, это самый простой, легкий способ зайти, тебе ничего для этого не нужно, ни компания, ни деньги большие, так что в этом плане для меня все было очевидно. А касательно второй части вопроса, выбирала ли я между какими-то вариантами обучения, я бы сказала, что скорее нет. То есть я уделила, может быть, 1 день тому, что посмотрела, в принципе, что есть на рынке. С кем-то там немножко пообщалась, но на одном курсе цена была очень высокая. Я
не готова была сразу платить столько. И, кстати, перед твоим курсом еще не рассказала, я еще, находясь в Беларуси, прошла курс по дропшиппингу на Amazon, и, конечно, это была полная ерунда, то есть и сам курс ерунда, и потом я узнала, что, слава богу, я этим вообще не занялась, потому что бан был сразу, поэтому вообще что-то странное было, просто слила $500, ну ничего, зато узнала, что так нельзя делать. Так что для меня не было каких-то конкурентов в моих глазах для тебя, потому что, во-первых, ты был человеком, которого я знала, ну, может, мы лично не сильно общались, но вместе там учились на бизнес-молодости, и для меня было важно, что вот это определенно точно обычный парень из Беларуси, который приехал в Америку, и что-то он такое сделал волшебное, что быстро поднялся, назовем это так. Круто, круто. Кстати, ребят, еще кто на меня не был сразу подписан, я всегда транслировал в Инстаграме свои сторис, как оно есть. Я работаю на мувинге, я снимаю сторис ребят, я загружаюсь, вот диваны, вот то. Доставка то же самое, поэтому было некоторым ребятам интересно смотреть за моим блогом, и я тоже тебе хочу сказать спасибо за доверие, оно такое получилось у нас как бы win-win сотрудничество, и у нас классный кейс, и у тебя классный результат, о котором мы сейчас поговорим. Сейчас я хотел бы больше перейти к самому процессу обучения, потому что здесь на самом деле много интересного будет для подписчиков. Давай поговорим о том, сколько вообще времени ты уделяла на запуск и развитие бизнеса в начале, то есть как у тебя получилось? Ты купила курс, и вот сколько ты обучалась каждый день? Я купила курс, и каждый день я уделяла, ну, иногда 5 часов, иногда 2. То есть между 2 и 5 часами, в принципе, каждый день я уделяла, не больше. Хотел тогда бы спросить следующий уже вопрос по поводу первых результатов. Как быстро нашелся первый товар, который одобрила куратор? Первый товар я нашла где-то через 3 недели после обучения. То есть я сидела и все, она все отметала просто. И это не так, и то не так. Но вот товар... Короче, 3 недели. 3 недели достаточно интересно, потому что обычно у нас много учеников находят немного быстрее, вот именно первый товар. Скажи, пожалуйста, по поводу поиска товара. Помогла ли это наша стратегия, которая в курсе была? И вообще, вот не только первого товара, а всех товаров. Вот как ты считаешь, та методология, которую мы даем, она эффективная, либо же ты думаешь, что как-то можно там что-то улучшить кардинально? Нет, я думаю, что я так думаю, и мой уже текущий опыт подсказывает, что это, в принципе, в онлайн-арбитраже единственная стратегия, которая работает, и больше никакие не работают. Поэтому то, что дали вы, 100% работает, и так я нашла все свои товары, и в том числе так я нашла товар, который сделал мне практически весь результат. О котором мы сейчас поговорим. Да, это очень важное замечание, потому что я замечаю вопросы в Ютубе. Часто ребята пытаются начать сами, и смотрят разных блогеров, и у них в голове каша определенная по поводу методов поиска товара, там, Kiva, Tactical Arbitrage, поиск по конкурентам и так далее, и они все пробуют, ни на чем не могут сфокусироваться, там, соответственно, у них беспорядок в действиях, и часто бывает результат как бы тоже соответствующий. Интересно, хорошо, а хотел бы тогда вопрос еще для новичков, чтобы ты ответила, насколько сложно вообще найти первый товар, вот твое мнение сейчас уже, если прям уделять тоже там 2-5 часов в день? Как в любом деле, здесь помогает насмотренность, то есть я думаю, что какое-то количество часов надо провести, даже если это будет бесплатно, потому что потом ты уже начинаешь понимать, на что обращать внимание, а какие товары сразу нет, а в какие можно углубиться. Поэтому для меня это было найти достойный товар, хороший, это было реально сложно. То есть я, конечно же, не сдавалась, продолжала, но в какой-то момент казалось, что, это нереально, как я его найду, и то не то, и это не то, и здесь не подходит, поэтому для меня это была сложная задача. Мы сейчас говорим именно не про первый товар, а тот товар, который сделал основную прибыль, да? Про этот товар, значит, понимаешь как, я не могу сказать, что это было как-то сложно, я просто искала, перебирала варианты, и вот наткнулась на какой-то на какой-то вариант, который не сильно выделялся среди остальных. Круто. Мы об этом еще поговорим чуть позднее. Было просто интересно, насколько сложно с нуля стартануть. Я так услышал, что... Это сложно. Это сложно, но благодаря повторяющимся действиям это можно сделать. А вот дай свой, пожалуйста, фидбэк, что делать новичку, который сейчас зашел в онлайн-арбитраж по Амазоне, и у него тоже сложности с товаром. Что ему нужно делать? Все, что нужно делать, это просто упрямо, как баран, продолжать искать. То есть верить, что, майндсет очень важен, то есть майндсет должен быть такой, что онлайн-арбитраж живет очень давно, и есть тысячи, сотни тысяч, не знаю, может даже миллионы людей, кто на этом зарабатывает большой профит. Это значит, что точно есть товары,
прямо сейчас, которые могут приносить этот профит, они хорошие, прибыльные, и, в общем, они точно есть. И у меня есть действующая, действенная, рабочая система, как я могу их находить. А значит, все, что нужно делать, это продолжать искать. То есть с таким майндсетом, что просто вот надо сидеть и искать, с таким майндсетом получится. Наверное, большинство людей сдаются, знаешь, когда посидели там недельку, по несколько часов, ничего не нашли, а и там не работает, все там не мое, и пошел дальше куда-то. Да, согласен. Здесь важно отметить, что бизнес на арбитраже, он в целом схож с другими бизнес-моделями. То есть даже если мы открываем свою кофейню, к примеру, нам нужно найти локацию. Если мы обходили там весь Лос-Анджелес, а везде Starbucks есть, это может сразу как бы не получиться найти, но не означает, что в Лос-Анджелесе нет локаций для кофеин, правильно? Ну, к примеру, если мы про Лос-Анджелес говорим. Окей, круто, а давай тогда еще немножко углубимся, раз мы уже начали, в процесс хронологии, как ты искала товары. Например, как я услышал, есть несколько у тебя стадий, когда был первый товар, одобренный куратором, потом какие-то более достойные товары и товар, который принес основную часть прибыли. Вот расскажи, пожалуйста, как это все развивалось от первого товара до последнего, где было тяжелее всего, и интересно вот на этом остановиться. Слушай, я, в принципе, нашла не так много товаров, реально. Может быть, было 15, но толковых, может, было 8. То есть вот первый, как я тебе сказала, достойный, одобренный куратором, я нашла через 3 недели после старта обучения. Прошло где-то 1,5 месяца, и я нашла выстреливший товар. Но между этими двумя событиями было все так тоже, особо без результата. То есть как на рыбалке, вроде не клюет, а потом как клюнуло, да? Ну да. То есть в таком случае получилось. Окей, хорошо. И по хронологии событий, сколько примерно товаров ты закупила перед тем, как нашла вот этот крутой товар, который сделал результат, о котором мы тоже поговорим? 10 точно. 10 точно. То есть можно сказать ребятам, кто новичок, и у кого сейчас первый товар они нашли, но не получили там $10 000 чистого дохода с одного товара, можно сказать, что это в счет будущей дачи, нужно больше как бы перепробовать, больше переотправить. Да, определенно точно. И как бы с одной стороны я вот думала о том, что может быть это просто повезло найти такой товар, а потом я понимаю, что нет. Как бы думать, что повезло, это обесценивание, потому что на самом деле это, как правило, такой результат, это закономерный итог кучи итераций и попыток. Да, тем более ты сказала в начале, и я это запомнил, что ты как баран просто упиралась, сформировала майндсет, то есть ты психологически себя настроила на то, что это все есть, как бы, и ты себе сама вот как бы гарантии внутренние дала. Это вот, наверное, называется вера, когда ты нету никаких оснований, доказательств полагать, что у тебя получится, ты просто как бы сама себе это объясняешь, и это круто, и на самом деле, если перейти даже к моему пути развития и развития наших учеников, которые сделали крутые результаты, у всех так получается. Нету, потом бах, большой товар, классный результат, и иногда, конечно, мозг нам подсказывает, а вдруг это везение было. И я думаю, что такое небольшое ментальное заблуждение, потому что это же не так, что мы шли по улице, и к нам мужик подошел, вот на товар, вот ссылка, здесь закупить, здесь продать, все, не благодари, я пошел, и у тебя все нормально получилось. Я считаю, что это закономерно было, просто как бы ты пожала урожай с отложенной как бы такой вознаграждением. Думаю, что да. Хорошо, Катя, давай сейчас перейдем к самой топовой теме нашего сегодняшнего видео. Поговорим о результатах. В твоем инстаграме я увидел, что твой результат за 2 месяца составил, это сентябрь и октябрь, $30 000 чистой прибыли. Это правильно? Я не ошибся, да? Нет. Слушай, это на самом деле офигенный результат. Может быть, ты можешь тоже показать нам селлерборд, если... Да, могу, конечно. Если на камере ребят будет плохо видно, мы вставим еще скриншот дополнительно. Так. Да, офигенно. Я думаю, что видно очень круто даже мне. $73 000 оборот и, соответственно, 29 900, в общем, как в магазине. 29 999, а чистая прибыль. И на самом деле это очень крутой результат для меня. Я прям, когда увидел, по-хорошему офигел. И если пересчитать на дни, 60 дней, это $500 чистой прибыли в день. Это на самом деле очень круто. Получается, что начала ты, по-моему, поток 24 июля у нас начался, правильно? Я точно не помню, наверное, да. Я просто перед интервью немножко подготовился. 24 июля мы начали, получается, а сентябрь у тебя уже был с доходом $500 в день. Когда я этот товар нашла, так сказать. Да, я понимаю абсолютно, да. Но это факты, мы сегодня о них говорим, и на самом деле это вообще прям очень круто. И напрашивается тогда второй вопрос, чтобы повторить этот результат с точки зрения вложений. Вот сколько нужно было вложить денег и иметь вообще на руках денег, чтобы в твоем случае это воспроизвести?
Слушай, наверное, у меня было на тот момент, когда я это все нашла, 1010 я сразу же. То есть как было? Я нашла бренд, и в этом бренде я нашла один товар. Я его закупила, отправила FBA, и он начал продаваться, но не сильно, то есть как бы вполне неплохо. И я такая, дайте-ка я посмотрю, что еще у этого бренда есть. И вот тут-то началось. Я, получается, нашла еще 3 товара у этого же бренда, нашла разные места, где я их закупила, и причем я сначала думала FBA их отправлять, но там, был вес достаточно большой, то есть они шли как оверсайз, и я решила FBM залиститься. Кроме меня на листинге было, может, еще там 2 человека, то есть это была граница правила про 3 продавцов. Попёрло пипец как, то есть вообще попёрло. Да, то есть там, получается, в первые несколько дней я распродалась полностью, и у меня даже был, то есть out of stock. И я начала просто заказывать как сумасшедшая, то есть, наверное, в первые пару недель я закинула еще 1010. То есть я думаю, что 20 я закинула в самое первое время, то есть это то, что были деньги, А потом они начали просто возвращаться, выплаты, и я реинвестировала. И всего я посчитала, что, то есть вот у меня 73 оборот, из них, округлим 30 это чистая прибыль, и примерно 30 я, получается, вкинула. Потому что первые 20 это были твои деньги, а остальные реинвестиции или нет? Да, я думаю, что так. Все круто. То есть это примерно получается 32 тысячи у меня в товаре, и остальное сверху это там 15 комиссий Амазона плюс доставка. Итого где-то 20 забирал Амазон. Вот так. Крутая история. Слушай, а вот что ты чувствовала в тот момент, именно когда он пошел продаваться? Прям круто. Я не рефлексировала в тот момент. Да. Я понимала, что происходит что-то прикольное, что да, тут есть бабки, я их нащупала, и я могу их сейчас загрести, и поэтому мне надо только этим заниматься. Но по прошествию времени, конечно, это классно, что получилось. Я очень рада, что я купила свои обучения, я, кэш заработала, и я там окупила то, что мы на визу потратили за год. Да, то есть да. это прикольно, и самое главное, что этот опыт дал понимание, что тема работает в общем. И просто надо углубляться, надо уделять этому внимание, не сдаваться, и поэтому я очень сильно хочу, закрепиться в каких-то результатах. Может быть, 5000 — это минимум, лучше 10. Я знаю, что некоторые начинают и с меньших сумм, как ты. Я с 3000 начал, да. Да, но, в общем, если... Просто такая ситуация, что когда ты начинаешь в онлайн-арбитраже, нужно понимать, что это может произойти по щелчку пальцев. То есть ты можешь найти этот товар. Я старалась делать так, чтобы у меня вообще не было out of stock. То есть я закупала просто, на максимум, сколько я могла. Мы все деньги туда вкинули, что были свободные, поэтому так получилось. Круто. То есть... Как я это тоже вижу, поделюсь своим мнением по поводу вложений. Конечно, если получается шанс какой-то найти, то нужно иметь деньги его реализовать, либо иметь возможность эти деньги найти. Вот у меня была такая ситуация, что я с $3000 начинал, но когда я нашел товар, я делал на него, кстати, разбор, это щетки были, я на нем вышел на $10 000 первый раз, я одолжил у своей крестной под проценты $10 000. Я вложил $10 000 в Amazon под готовый товар, естественно, и я 10 заработал профита, потом все это обратно реинвестировал, и все, и вот у меня запустился так механизм, но я все-таки считаю, что если вот у человека есть выбор заниматься бизнесом, вот у него есть там, допустим, $1000 на товар, заниматься или нет, то в его случае можно обучиться поиску товара, найти, даже на 1000 закупить, с этой 1000 профит тоже будет 1000, или там 1500, если ROI выше, а дальше у него уже будет 2500, и он все равно ближе станет к более высоким цифрам, чем он был раньше. Потому что, наверное, если человек вообще, будет сидеть с $1000 20 лет в будущем, то есть у него больше денег не станет. Но если речь идет о быстрых результатах, если вы ставите перед собой задачу повторить результат Кати, то надо понимать, что, конечно, чтобы заработать 20 000, у вас должно быть, условно, 20 000 в кармане. Круто. Офигенно. Слушай, а скажи, пожалуйста, очень такой актуальный вопрос, какой ROI у тебя в среднем получился, если ты помнишь по памяти? Если даже цифры мои прикинуть, то это 40%.
40% ROI, Да. но за счет того, что ты продавала по FBM, ты могла быстро оборачивать Да, деньги. очень быстро. Это быстро происходило, и как-то так получалось, что я могла ставить себе выплаты каждый день практически. Ну, там, когда прошло первые 2 недели, у меня выплаты шли каждый день, и я каждый день докупала. И, то есть, FBM этим и крут, что у тебя цикл сделки капец короткий. То есть, ты уже... То есть, условно, там, я сделала, может быть, X2 в первый же месяц. То есть от своих изначальных вложений, потому что, ну, каждые 2 недели выплаты вообще идут, но можно ставить и каждый день, так что... Да, круто. То есть получается, что эта модель, если мы сами отправляем клиенту товар, это можно не обязательно самому делать из дома, это можно делать через преп-центр, просто дело в том, что когда ты вот прям здесь все закупаешь, у тебя нет времени на автоматизацию бизнеса, ты хочешь больше заработать, вот, но можно сказать, что эта модель, она позволяет быстро заработать деньги в Америке относительно вот товарного бизнеса, то есть быстро закупили, мы в Америке закупили, быстро получили и быстро отправили, то есть все, крутая очень модель. То есть у меня было так, что я могла, например, там, сегодня закупить на 2000, допустим, послезавтра он уже мне пришел, я не знаю, как так быстро. Я до того еще, как он ко мне пришел, ставлю, что он у меня есть, и уже когда он ко мне приходит, он весь распродан, и я просто в этот же день там галопом по Европам пакую все, бегу там, отправляю, и у меня уже там через 2 недели X2 сделано, типа того. Это вообще круто, ты оптимизировал все процессы, и на самом деле, да, в FBM есть такой большой плюс, что ты за короткий срок можешь быстро удвоить. Мы не будем сейчас даваться в подробности логистики Amazon, а хотелось бы еще уточнить, вот мы сейчас рассказали классный результат, который реально вдохновляет, то есть, получается, ты в конце июля, ну, скажем, август, начала обучаться, в сентябре уже вышла на $500 в день, и за 2 месяца сделала $30 000 чистой прибыли, ну, это реально круто. Это то, что уже можно потратить, то есть, ребята, это не оборот, это не выручка, а это уже чистая прибыль, то есть мы от всей выручки отнимаем все расходы и получаем вот деньги, грубо говоря, на столе. Это вот $500 в день, на самом деле круто. И хотел бы спросить, а какая цена была у этого успеха, что останется за нашей подкастной студией, вот какие были тяжелые моменты для тебя, может быть, психологические, может быть, технические, вот чего тебе это стоило? Ничего не стоило, потому что у меня основной бизнес — автосервис. Я уже настолько закаленный человек, знаешь, как эти есть мемы, где едет мужик там на «Жигули» по снегу, и его там начинает разворачиваться, он такой, ой. Ну, типа, у меня уже, потому что уровень стрессоустойчивости крайне высокий. То есть единственные пару моментов, когда я стрессовала, это было, что у меня уже распродалось все. То есть я делала так, я шла ва-банк, он ко мне еще не пришел, я смотрю по трекинг-номеру, что он придет, и я распродаюсь. И вот был один день, когда типа уже все, конец дня почти, то есть сейчас почта закрывается, а он ко мне не пришел, и я, конечно, могу его отправить там не сегодня, а завтра, но уже такой стресс есть. А вообще я могу искренне сказать, что это самые легкие деньги, которые я в жизни заработала. Ничего себе. Это круто. было легко, потому что, ну, я просто люблю сравнивать, да, вот даже бизнес-процессы, то есть СТО, тебе, чтобы его открыть, мы, кстати, хотим здесь тоже его открывать, ну, может быть, я надеюсь, что муж на себя возьмет этот проект, я буду именно больше заниматься Амазоном, но я ему, конечно, помогу. Суть в чем? До первых денег в автосервисе это просто миллиард бизнес-процессов, это огромные деньги, это огромный стресс, это все найти помещение, там сделать разрешение, его в принципе арендовать в Америке это тоже сложно, найти там персонал, все обустроить, маркетинг сделать, там, ну, короче, просто кошмар. А в Амазоне как будто бы всего там 2 бизнес-процесса, и тебе ничего не надо, тебе нужен ноутбук и время, и все. Ну, немножко денег тоже, что в принципе возможно. Поэтому это было легко, и мне этим очень сильно и нравится Amazon, то, что это супер простая и легкая, именно как для реализации бизнес-модель. Офигенно, слушай, ну это очень круто. Потому что у меня тоже такие ощущения. Я когда переехал в Америку, хотел открывать, типа, условно, какой-нибудь мувинг. Я просто посмотрел, что эти работяги — это низший слой населения, кто работает, ну, вот на муверами, это самые безответственные люди, они постоянно опаздывают, и ты как оунер должен в 6 утра, у тебя сердце уже там прединфарктное состояние, когда ты звонишь своему сотруднику, а он просто не пришел на работу, ты едешь там сам, ну то есть как бы старт Амазона, я с тобой полностью соглашусь, что он гораздо проще, особенно мы как работали в Беларуси, там курс доллара и то и все, здесь это как бы... Мы белорусы просто настолько закаленные, что... Да, мы уже прошли. Но даже если у человека это первый опыт бизнеса, все равно круче начинать, когда нет таких вот стрессов, наверное.
возможно, шанс сдаться меньше. Ну, думаю, что да. Короче, это было легко, и потому что, ну, в общем, когда у меня, даже находясь там вдалеке от своего бизнеса автосервисного, все равно каждый день головня, каждый день там какие-то проблемы, вопросы, которые нужно решать, да, и да, он приносит, но цена этого для меня очень высокая. Это седые волосы, куча стресса, там, здоровье, да, хотя я даже не там. Естественно, находясь там, этого всего было еще в 10 раз больше, то для меня, конечно, Amazon — это как какой-то святой Грааль, священный, точнее, Грааль, то есть что-то такое, что настолько легко делать. Круто. Все, что, в принципе, надо, это просто упорство какое-то, ну, то есть вот вера та же самая, но это легко. То есть навыков каких-то определенных не нужно иметь? Ну, я так считаю, вот какое твое мнение? Чтобы зайти в Amazon по онлайн-арбитражу. Нет, никаких навыков не нужно. Возможно, конечно, нужно шевелить мозгами, потому что я даже сейчас в такой ситуации, когда у меня на данный момент еще недостаточно инструментов и знаний, чтобы реализовывать какие-то масштабные цифры. С тем товаром, да, он был, но он сам по себе, я могла его закупать без ограничений вообще. То есть, когда они заметили, что я закупаю слишком много, уже 2 месяца прошло, я уже свой профит сделала. Они мне позвонили и сказали, типа, что вы так много закупаете? Да, нужны инструменты определенно точно, нужно обучение, нужно комьюнити, где ты можешь задать вопрос, но, в общем, само по себе это легко, и никаких специальных навыков не надо, никакого таланта не надо. Нужно просто, быть отчаянным, как бы упорным, очень сильно хотеть, и тогда все получится точно. Круто. Вот со своей стороны хотел бы сказать, что вот у тебя очень классный старт получился. Сейчас тебе надо заниматься формированием команды, по моему мнению, чтобы вот эти товары классные находились в большом количестве. Твоя задача уже была регулировать рост компании за счет того, что нанимать новых сотрудников на серчинг, проблемы более высокого порядка решать, так у тебя скиллы крутые за счет опыта в СТОшке. И хотел бы тебе тогда еще пару вопросов задать про обучение наше. Поскольку ты проходила наше обучение, мне кайфово, что получился такой классный кейс. Вот что тебе больше всего помогло на обучении прийти к этому результату? Какие вот прям сильные стороны, которые тебе вот... Если бы не было обучения, вот какие тебе прям штуки помогли? В принципе, на обучении были закрыты вопросы, как вот пошагово стартовать, то есть полностью все с нуля, как все сделать. И, в принципе, вопросов технического плана, общих, уже не оставалось. Дальше очень сильно помогла поддержка куратора, что я могла написать, и действительно я получала ответы, в принципе, на все свои вопросы. То есть такого, что я сижу и не понимаю, как решить какую-то техническую проблему, которая возникла, у меня не было, потому что я сразу писала, и куратор мне отвечал там через короткое время. Также... был очень полезен урок, где ты в режиме онлайн ищешь товары, потому что это, самое важное. То есть ты как бы уже, когда все понял, как работает, как зарегистрировать аккаунт, как залистить товар, в принципе, как там его, когда ты уже нашел, как его отправить на Amazon, запаковать, это все уже становится понятно. И, конечно, легче жить, когда это все понятно. Но сталкиваешься, безусловно, и я сталкивалась, и сейчас у меня есть такая проблема, что, да, как искать товар, то есть все время надеешься, может быть, есть какие-то фишки, может быть, там как-то анализировать листинг нужно еще там глубже. И урок, когда ты показывала, как ты это делаешь, это было супер полезно. Что еще в обучении? То, что был чат, и хотя там не сильно активно общение шло, кстати, потом про это расскажу еще. Твое обучение, в принципе, закрывает полностью вот вопрос, с которым человек сталкивается, когда он узнает про онлайн-арбитраж, как начать и как сделать первые продажи. Плюс помогло, конечно же, то, что вы дали первый товар, потому что одно дело, когда ты посмотрел видео и понимаешь, да, как его упаковать, как его отправить, но это как в жизни, то есть ты, если просто книгу прочитал или курс посмотрел, у тебя ничего не изменилось, даже если у тебя голова там стала в 3 раза больше по размеру. И когда вот мне пришел этот первый товар, это были БАДы, там 6 баночек, то это вообще было так прикольно, знаешь, там он пришел, ты там себя уже чувствуешь там онлайн-предпринимателем, я его там переупаковала, все это было первый раз делать, эти лейблы печатать, так прикольно. Потом там отправила его, сделала в общем, отправку внутри Амазона, там это все померила его размеры, взвесила, то есть это было очень прикольно, и то, что вы это дали, это очень сильно
помогло. Хоть это была разовая даже история, но вот понять весь этот процесс с начала до конца, до выплат, это было очень круто. Блин, круто. Ну, мне вообще, на самом деле, очень кайфово это было слышать, потому что как раз-таки многие механизмы, которые я задумал в обучении, то есть дать первый товар, чтобы вы на практике поняли, как это работает, чтобы не было такого, что человек купил курс, прослушал его, ничего не сделал и ушел. Как минимум, если человек не будет саботировать процессы, если он будет хотя бы куратору отвечать и делать все, что говорят, купить в одном месте, продать в другом, он точно получит этот опыт. И это круто. Я кайфую от того, что это тебе очень помогло. А тогда хотел бы уточнить еще, вот, а что можно улучшить, помимо чата, того, чтобы сделать чат, больше ребят вовлекать в чат, да, то есть, может, какие-то вопросы им задавать самим, то есть я могу у них, ребят, как это, чтобы активно создавалось, я или куратор может быть триггером для этого. Что вот еще можно улучшить? В твоем конкретном обучении мне не хватило информации по построению команды. То есть именно я бы хотела, и мне было бы очень полезно, если бы эта тема была раскрыта больше, именно чтобы стало понятно, как расти, когда у тебя уже что-то начало получаться. Если бы эта тема была раскрыта, было бы круто. И, может быть, сделать возможность каких-то более дорогих тарифов с дополнительными опциями для тех, например, у кого есть уже бюджет на старт, кто заряжен, чтобы человеку помочь быстрее стартануть, быстрее запуститься и сделать более крутой результат сразу. Потому что не у всех есть проблемы, что там деньги даже на обучение приходится наскребать там по сусекам, нет. У кого-то деньги есть, и надо возможность дать человеку каким-то образом помочь ему, да. Круто, слушай, однозначно мы пропишем более детально блок построения команды, то есть мы даже, вот у меня появилась идея проработать прям объявление для вакансий по найму сотрудника. Пример тестового задания прописать ему, что вам нужно сделать, чтобы ты как предприниматель, допустим, формируешь команду, ты просто скопировал наш текст, закинул на доску объявлений, дальше кандидатам сразу же скинул тестовое задание, которое ты скопировала и вставила, и это было бы очень круто. Возможно, это будет какой-то отдельный тариф, либо же каким-то образом это сделаем. Просто базово я хотел придумать обучение, которое точно с нуля до 10 тысяч долларов дохода доведет. И знаешь, на команду просто, на построение уже такого более большого бизнеса в рамках нашего курса, у меня просто внимание немного не дошло, хотя оно у нас есть в целом, как это я делал, но да, не так сильно раскрыта тема именно масштабирования. Вот, но слушай, это на самом деле очень круто. Я бы хотел еще спросить у тебя вообще, какие у тебя дальнейшие планы, вот как ты видишь свое развитие, то есть к чему бы ты хотела прийти, например, в онлайн-арбитраже, и, может быть, поделишься, как ты видишь дальше развитие, как выйти на 10, на 20, на 30, стабильно $1000. Первое — это больше общаться. Я бы хотела с людьми, которые делают крутой результат, чтобы узнавать какие-то их фишки и понимать вообще, как это делать. Я бы очень сильно хотела больше общаться с людьми с крутым результатом и, в общем, понять, как это можно масштабировать, потому что, опять же, ситуация: у меня есть деньги, у меня есть желание, но, видишь, не хватает каких-то знаний. Так что, конечно, я бы хотела в результате 10 тысяч закрепиться, то есть прибыли в месяц, чтобы у меня это было, и я понимала, что даже если у меня какие-то товары будут выгорать, а они постоянно выгорают, постоянно что-то случается на листингах и так далее, я понимала, что все равно там моя команда эти товары найдет. И в том числе цель — это сделать команду, то есть максимально выйти из операционных процессов, не операционных, а конкретно по поиску товара и по закупкам, может быть, то есть понять, в общем, как это сделать, может быть, взять консультацию у тебя в том числе на эту тему, потому что это тоже большое заблуждение, и мое в том числе заблуждение, что прежде чем строить команду, должно пройти много времени. Видишь, как показывает опыт даже каких-то наших общих знакомых, кто-то там ждет полгода, да, чего-то, а кто-то сразу начинает это делать и вырастает там 10 раз быстрее. Поэтому, конечно, я бы очень сильно хотела понять, как построить команду, построить ее и мочить результаты еще более крутые. Да, 100%. Нам уже надо делать какой-то клуб наших выпускников. Там Никита, ты, много ребят, Эссе тот же, с которым мы снимали интервью, да и ребят много, с которыми мы еще не сняли, объединиться и прям обмениваться опытом, тот, который никак не перечит нам, то есть того, что я тебе объясню, как сотрудников нанимать, мой бизнес никак не пострадает. Там товары, понятно, что друг другу показывать не имеет никакого смысла, но надо подумать, как объединяться дальше, как в нашей онлайн-школе расти, и еще результаты ребят усиливать. Это круто. Но
я очень благодарен тебе, что вообще, скажем, сегодня мы с тобой встретились, сняли этот видос. С удовольствием тебе расскажу все свои знания там уже за рамками нашего интервью. Ребят, а те, кто из вас хотел бы начать обучение и крутые продажи делать на Amazon, выйти на $10 тысяч и больше на арбитраже, вы можете посмотреть по ссылке в описании, будет ссылка на наш курс, он рабочий, как вы видите, закрывает все потребности, как вы уже сказали, результаты тоже можем показать, поэтому вся информация будет ниже. Всем желаю успешных бизнесов, очень вдохновляют наши результаты, и надеюсь, что с кем-то из вас мы снимем тоже интервью через какое-то время, тоже в такой подкастной студии. Все, Кать, тебе огромное спасибо, будем тогда заканчивать. Да. И тебе спасибо большое за твое обучение, за твой пример, за то, как ты вдохновляешь. И можно сказать, что все получилось только благодаря тебе. Офигенно, спасибо. Вот это лучшая фраза. Я проехал, ребят, 10 часов из Майами в Шарлотт на машине, и вот этот момент окупил полностью. Еще и 10 часов обратно полностью окупает, ребят. Очень приятно было слышать. Окей, спасибо. Круто. That's it, guys. Блин, ну слушай, ну классно, мне понравилось наше интервью. Я очень рада. Я даже, по-моему, все вопросы задал.